Всем привет, друзья! Ну что ж, для начала берем одну сосиску и натираем ее на мелкой терке. Затем берем 20 грамм твердого сыра, в котором вы будете уверены, что он будет плавиться, и натираем его на той же терке в ту же тарелку к сосиске. Ну а после того, как вы все уже хорошо натерли, берем 2-3 веточки укропа и постараемся его очень хорошо измельчить. Измельченный укроп отправляем в ту же тарелку. Ну а дальше нам понадобится 2 средних помидора. Помидоры нужно понарезать на кольца, толщина колец должна быть примерно 5-7 мм. Ну и после того, как вы понарезали помидоры на кружки, из каждого кружка нам нужно сделать кольцо. Нужно вынуть серединку. Вынимать мы будем их двумя способами. Первый способ вот так вот ножом, аккуратно, красиво вырезать внутренность так, чтобы осталось целое кольцо. Ну и второй способ более безопасный. Так сказать, более хорошо останутся кольца от помидор. Берем стопку и вот таким вот способом продавливаем внутренность. Она хорошо отстает, а кружок сам остается более точно невредимым. А вот эти вот все внутренности помидор мы никуда не деваем. Их нужно постараться ножом вот так вот очень-очень хорошо измельчить. А затем измельченные помидоры отправляем в общую тарелку к натертому сыру и сосиске. Далее в эту общую тарелку нам понадобится еще вбить 2 куриных яйца. Берем вилку и все, что есть в тарелке, очень-очень хорошо перемешиваем. В это время не забывайте, что все нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. Затем мы отправляемся на плиту. Сковородку устанавливаем на огонь чуть ниже среднего. Добавляем небольшое количество подсолнечного масла. Равномерно распределяем его кисточкой по всей сковородке. И в то время, когда масло уже хорошо разогреется, мы на сковородку будем укладывать кольца из помидор. А затем берем смесь, ту, что мы намешивали, и в каждое кольцо нужно хорошо заполнить этой смесью. Но смотрите, смесь не переборщите, так, чтобы смесь не была выше вашего кольца. Чтобы все получилось аккуратно и ничего нигде не повытекало. Обжариваем с одной стороны примерно 1,5-2 минутки, так, чтобы яйцо вам хорошо схватилось. Ну а затем берем вилку и стараемся аккуратно все перевернуть. Таким образом делайте, чтобы начинка из помидор никуда не повылетала. В это время не спешите, делайте все аккуратно, чтобы получилось все красиво. Ну а после того, как все обжарили, немного присыпаем все еще зеленью и смело можно подавать на завтрак к столу. Такой завтрак очень нравится моим детям. Так как сейчас лето, жара, сложно детей заставить позавтракать, а вот таким вот способом они уплетают все на раз-два. Ну а все, что осталось в тарелке, что не поместилось в кружки помидор, мы обжарили просто как омлет. Этот завтрак уже был мой. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Не понравилось, поставьте дизлайк, но напишите, что именно не понравилось. Буду очень благодарен за ваши комментарии. Ну а мы с вами, как всегда, встретимся в новых роликах. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.